$33 миллиона. Лифт, который превращался в сейф. Маленькие яйца Фаберже в виде кулонов. Из-за своей связи с австрийской шпионкой произошло покушение на Владимира Ильича Ленина примерно на 1 миллиард рублей. Сегодня мы расскажем про Карла Густавовича Фаберже, самого знаменитого российского ювелира, основателя ювелирного дома Фаберже и человека, который сделал знаменитые пасхальные яйца для императорской семьи, и не только для них. И благодаря Карлу Фаберже о ювелирных изделиях России узнал весь мир. Семья Фаберже изначально носили фамилию Фаври. Жили они во Франции, в Германии, но еще в 17 веке из-за частых притеснений семьи они переехали жить в Россию и сменили фамилию Фаври на фамилию Фаберже. Отец Карла Фаберже, Густав Фаберже, приехал в Санкт-Петербург в 1830 году. И он начал учиться ювелирному делу у знаменитого ювелира Шпигеля. И когда он этому обучился, он основал свою фирму и стал производить ювелирные изделия, которые носили его фамилию – Фаберже. В 1846 году в Санкт-Петербурге у него рождается сын, которого он называет Карл Фаберже. А Карл Фаберже родился в Санкт-Петербурге в 1846 году, буквально в это же время, только под Великим Новгородом, в небольшом городе родился будущий знаменитый путешественник Николай Николаевич Миклуха-Маклай. Я не знаю, были ли они знакомы, но так получилось, что в один и тот же год, только в разных частях России, родились два знаменитых человека. Карл Фаберже с самого детства был окружен ювелирными изделиями. Он наблюдал, как его отец Густав Фаберже делает эти ювелирные изделия. Еще мальчиком наблюдал в мастерской, как отец и его помощники изготавливают какие-то изысканные вещи. И после обучения в частной школе он уезжает учиться в Дрезден, в Германию, где там обучаются ювелирному делу. И потом он возвращается в Россию, в Санкт-Петербург. В начале 1860 года будущий знаменитый ювелир Карл Фаберже в Дрездене ходит в школу искусств, изучает там ювелирное дело. Карл Фаберже постоянно занимался самообразованием и в Дрездене, и во Франции, где в тот момент жила семья. Он постоянно посещал разные музеи, выставки, изучал ювелирное дело. Это ему было очень важно для того, чтобы потом все свои идеи воплотить в жизнь. Карл Фаберже, в отличие от своих конкурентов, которые тоже делали разные ювелирные изделия, он был экспериментатором. В основном все конкуренты работали в стиле ампир и рококо. Он же использовал в своих ювелирных изделиях модерн. В основном в то время все ювелиры делали драгоценные ювелирные украшения, изделия только из драгоценных металлов, это золото, серебро, и использовали драгоценные камни. Карл Фаберже впервые стал использовать в изготовлении разных интересных ювелирных изделий дерево. Ну, во-первых, он использовал амарантовое дерево, которое, вот если его срезать, оно имело такой фиолетовый оттенок, очень красивый. И он использовал необычное обезьянье дерево, которое росло в Бразилии. И он стал делать разные необычные какие-то вот ювелирные изделия, используя дерево. До него никто это не делал. С использованием вот этого стиля модерн. В 1882 году проходила всероссийская выставка ювелирных изделий. И эту выставку посетил император Александр III. И на этой выставке была представлена продукция, которую сделала фирма Фаберже. И Александр III, когда шел и изучал разные интересные предметы ювелирного искусства, он был со своей женой, супругой, и они обратили внимание на изделия. Их поразило, насколько они удивительны, насколько они отличаются от того, что было до этого сделано, представлено. Александр III
остановился и пришел в полный восторг от тех ювелирных изделий, которые были в этот момент на выставке представлены. Ему настолько это понравилось, что он познакомился и сделал ему заказ. То есть он Карлу Фаберже заказал изготовить на заказ пасхальное яйцо. То есть это была вот его идея, чтобы Карл Фаберже изготовил для него пасхальное яйцо. В 1885 году Карл Фаберже по личному заказу императора Александра III изготовил первое пасхальное яйцо, которое было покрыто белой глазурью. Внутри пасхального яйца находился золотой желток и золотая курочка, у которой была рубиновая корона. Это самое первое пасхальное яйцо положило начало большой коллекции пасхальных яиц, которых он изготовил с 1885 года по 1917 год 52 штуки. То есть 52 пасхальных яйца для императорской семьи изготовил Карл Фаберже. До нашего времени, к сожалению, дошло только 42 пасхальных яйца. Всего Карл Фаберже за всю свою жизнь сделал 71 пасхальное яйцо, 25 из которых находится сейчас в России, 22 яйца находятся в Америке, и 11 яиц неизвестно, где сейчас находятся. Самое интересное, что Карл Фаберже делал свои пасхальные яйца с секретом. То есть вот если это яйцо открыть, там внутри была всегда какой-нибудь миниатюрный секрет. Это или маленькая карета, или механический лебедь, или слон, или лошадь. То есть всегда в яйце был какой-то секрет, и обладатель этого яйца мог удивить друзей, знакомых, поразив вот этим вот миниатюрным секретом. Это была тонкая работа, над которой работал не только сам Карл Фаберже, но и его мастера. Представьте себе, вот открываешь это пасхальное яйцо, а там внутри маленький слон механический или маленькая карета золотая, рубиновая. Карл Фаберже делал не только роскошные дорогие яйца Фаберже, но, например, он делал довольно простые кулоны. Кулоны в виде яиц Фаберже. Знаете, они были недорогие. Ну как, то есть они, конечно, были не дешевые, но их могли себе позволить совершенно обычные люди, жители Санкт-Петербурга и Москвы, женщины, дамы покупали себе эти кулоны, вешали себе на шею. Кулон в виде таких небольших яиц Фаберже. Стоил этот кулон, ну, примерно как стоила плитка дорогого шоколада. Поэтому вот эти маленькие яйца Фаберже в виде кулонов носили довольно многие, люди, которые себе могли это позволить. Самое интересное, что буквально 10 лет назад одно из вот таких вот императорских королевских пасхальных яиц обнаружили на блошином рынке в США. Блошиные рынки в США – это огромное, знаете, вот футбольное поле, на котором сотни, тысячи людей приходят, чтобы покупать разные предметы. Там можно купить как какую-то ерунду дешевую, так и действительно подлинные сокровища. И вот в 2014 году на таком блошином рынке в США шел человек, обычный человек, американец, который тоже вот, так сказать, вот так вот на развале увидел красивое яйцо, оно ему понравилось, купил его то ли за 5, то ли за $6, совершенно какая-то небольшая сумма, она ему просто понравилась. Он купил это пасхальное яйцо и принес к себе домой, поставил и забыл про него. И буквально через год к нему в гости пришел его друг, который занимался ювелирными изделиями, был ювелир. И он увидел это яйцо Карла Фаберже, и оно ему очень понравилось. Он заинтересовался, он взял лупу, стал изучать. Он говорит: слушай, это же настоящее золото, это настоящие драгоценные камни. В общем, отнесли это в ювелирный дом, стали изучать, и оказалось, что это подлинное яйцо Карла Фаберже. Каким-то непонятным образом оно очутилось в Америке. Возможно, кто-то из русских эмигрантов вывез это в Америку. И когда оценили это яйцо, оказалось, что его стоимость $33 миллиона. Вот такая вот находка на блошином рынке в США. Многие коллекционеры, вроде меня или Марчелло, мечтают вот так вот по
гуляя по блошиному рынку, найти какие-то сокровища. Вот иногда такие чудеса случаются. И вот простой американец купил за несколько долларов подлинное яйцо Карла Фаберже, стоимость которого оказалась $33 миллиона. В 2007 году южноафриканский бизнесмен по фамилии Гиберт Сон выкупил права фирмы Фаберже, право называться Фаберже, и возродил фирму. И теперь с 2007 года фирма Фаберже снова производит ювелирные изделия под этой знаменитой маркой. В 1917 году, после революции, большевики какие-то ювелирные изделия переплавляли, какие-то продавали за границу. Ну, например, одно яйцо, которое называлось павлин, они посчитали, что оно не представляет никакой ценности, и они его не стали продавать, не стали выменивать на зерно, и оно сохранилось в России. Яйцо называлось павлин. Почему оно так интересно называлось? Потому что, когда открываешь это пасхальное яйцо, там внутри была птичка, павлин, которая умела ходить и поднимать хвост. Потрясающей красоты пасхальное яйцо Карла Фаберже сохранилось в России. Карл Фаберже вел довольно замкнутую личную жизнь. Известен такой любопытный факт, что в 1872 году Карл Фаберже женился на красивой миловидной девушке, которую звали Августа. Она была дочерью мебельного мастера. У пары родилось 4 сыновей. 4. Все 4 продолжили дело отца, были ювелирами. Самый старший сын, Евгений Фаберже, был, ну, скажем так, ближайшим другом и помощником своего отца, вел дела его фирмы. Но произошел очень неприятный инцидент. В 1916 году Карл Фаберже был уже довольно пожилым человеком. Произошло крупное хищение денег. Ну, то есть пропала большая сумма денег. Фирма Фаберже была очень богатая фирма, потому что изделия Карла Фаберже покупал и император, и императорская семья, и все богатые люди России, и, естественно, и английская королева покупала яйца Фаберже. Поэтому фирма Фаберже была очень богатая фирма. И вдруг пропадает довольно крупная сумма денег. Карл Фаберже почему-то решил, что эти деньги украл его старший сын Евгений Фаберже. Произошел крупный скандал, и Карл Фаберже отстранил сына от ведения дел, потому что он решил, что сын обокрал своего отца, украл деньги фирмы. Вы знаете, только через 11 лет, уже после смерти Карла Фаберже, один из сотрудников его фирмы признался в том, что деньги украл он. Так что Евгений Фаберже, старший сын, не был ни в чем виноват, и деньги он, естественно, не брал. Но, к сожалению, произошла вот такая размолвка между ювелиром и его сыном. В 1902 году Карлу Фаберже исполнилось 56 лет. Вот мне как раз тоже в этом году исполняется 56 лет. В Париже, куда он приехал по своим коммерческим делам, он знакомится с певицей Амалией Крибель. Она была певицей кафе Шантана. Ей было 21 год. Молодая, красивая девушка, которая роскошно поет. Карл Фаберже потерял голову. Он влюбился в нее без ума. Они стали встречаться. Их роман продлился 9 лет. Карл Фаберже при этом не собирался разводиться со своей женой Августой, которая родила ему четырех сыновей. Поэтому он выработал такой режим. Он уезжал по своим коммерческим делам в Европу на 3 месяца. И все эти 3 месяца в Париже, в Германии, в Австрии он жил вместе с Амалией Крибель, этой девушкой, которой было 21, потом 22, 23 года. И они весело проводили время, потом он возвращался к себе в Санкт-Петербург. Так как Карл Фаберже был очень богатым человеком, естественно, он обеспечил довольно хорошую, обеспеченную, богатую жизнь своей возлюбленной. И вы знаете, она ездила по всей Европе. Она часто бывала в Австрии, в Германии,
и в России, во Франции. Она была чешкой по национальности, и она свободно владела 5 языками. Поэтому в то время, пока Карл Фаберже находился в Санкт-Петербурге, она спокойно ездила по всей Европе, пела в кафе-шантанах и была очень популярной молодой девушкой. В 1911 году Амалия Крибель неожиданно для Карла Фаберже выходит замуж за 75-летнего князя по фамилии Цицианов. Когда Фаберже об этом узнал, он, конечно, пришел в полное недоумение, в чем дело. Но она ему это объяснила, что этот брак важен был для того, чтобы спокойно, свободно приезжать в Россию и встречаться с Карлом Фаберже. Их встречи, после ее замужества, их встречи не прекратились, продолжились. И она приезжала в Санкт-Петербург, пела в кафе, имела успех, была очень популярна, она была очень красивой женщиной. Амалия Крибель постоянно перемещалась по всей Европе. И ей заинтересовалась русская контрразведка. И контрразведке было очень подозрительно, что она постоянно ездит по всей Европе, что она общается с врагами России, что она знает 5 языков. Кстати, в России она постоянно жила в одной гостинице. В этой гостинице постоянно жили немцы и австрийцы. И в 1914-1915 году российская контрразведка воспринимала ее как австрийскую шпионку. Карла Фаберже неоднократно вызывали на допросы, но он защищал свою возлюбленную, говорил, что Амалия не шпионка, но у контрразведки имелись неопровержимые доказательства, что Амалия шпионила в пользу Австрии. И в 1916 году ее сослали в Якутск. Больше Карл Фаберже и Амалия никогда не виделись, потому что ее следы теряются там, и он больше никогда с ней не виделся и не знает, какова ее судьба, что с ней случилось в Якутске после того, как ее арестовали и сослали туда на поселение. Карл Фаберже попал в список неблагонадежных из-за своей связи с австрийской шпионкой, и его положение в России сильно из-за этого ухудшилось. После революции в 1818 году Карл Фаберже хотел каким-то образом сохранить все сокровища, которые у него были. Он жил на Морской улице в Санкт-Петербурге. В этом доме, в котором он жил, помимо самой мастерской, где изготовлялись все эти ювелирные украшения, находился магазин, в котором это все продавалось, и находилась роскошная большая квартира, в которой жил сам Карл Фаберже и вся его многочисленная семья. Пытаясь сохранить все свои ювелирные изделия, а их там было огромное количество, представьте себе, сколько всего там было, это было огромное состояние, он решил каким-то образом это спасти от большевиков. В этом доме, в котором он жил, был лифт-сейф, то есть лифт, который превращался в сейф. Он туда спрятал все свои сокровища в этот лифт-сейф. И этот лифт поднимался на 2-й этаж, и на всю ночь отключалось электричество. То есть он как бы становился недоступным. То есть лифт поднимался на 2-й этаж, отключалось электричество, все. В этот лифт невозможно было попасть. Для того, чтобы как-то спасти сокровища, а там, кстати, кроме его личных вещей, личных ювелирных изделий, которые принадлежали его семье, было много-много ювелирных изделий, которые ему отдали на хранение клиенты, богатые клиенты, которые попросили его как-то это сохранить в условиях революционного Санкт-Петербурга. Чтобы как-то сохранить все эти сокровища, ювелирные изделия, он отдал свой дом, свою квартиру швейцарскому посольству, швейцарской миссии. Таким образом, надеясь, что большевики не тронут и не придут с обысками в этот дом и не найдут эти многочисленные сокровища, которые были спрятаны в этом лифте-сейфе. В его квартире, в его доме на Морской улице поселился швейцарский посол. И действительно, первое время в этот дом никто не приходил, никаких обысков там не было, но произошло покушение на Владимира Ильича Ленина. И после покушения по всему Петербургу и по всем, неважно, посольство, это было не посольство, проходили обыски. То есть большевики, ЧК приходила в любой дом. То есть не осталось дома, который был бы неприкосновенен. И в этот дом тоже пришли большевики. В
1918 году, после покушения на Владимира Ильича Ленина, начался красный террор. Швейцарцы, которые знали, естественно, про все эти драгоценности Карла Фаберже, не предупредив его, поместили все его драгоценности в саквояжи, в чемоданы и в ту же ночь перенесли все эти сокровища в норвежское посольство. Ну, по их словам, для того, чтобы спрятать их еще более надежно. Но, тем не менее, в ту же ночь произошел налет на норвежское посольство, и все эти драгоценности, все эти бесконечные, бесчисленные чемоданы, саквояжи с драгоценностями исчезли бесследно. Когда стали описывать опись похищенного, опись только драгоценных предметов заняла 20 страниц. Ну, если переводить в современные деньги, то примерно на 1 миллиард рублей. Там было драгоценностей, которые бесследно исчезли. Есть две версии, куда же исчезли все эти бесконечные драгоценности. То есть, смотрите, еще раз. В доме Карла Фаберже на Большой морской улице в Санкт-Петербурге находились все его драгоценности. В этом доме жил швейцарский посол. Все эти драгоценности перенесли в норвежское посольство, но они исчезли. Куда же они исчезли на самом деле? И вот тут появляются две версии. Первая версия, что действительно их украли или чекисты, или налетчики, грабители, которые узнали каким-то образом, что все эти ценности перенесли в норвежское посольство, просто ограбили и продали, все это исчезло. Но есть еще одна версия, что всю эту операцию придумал сам Карл Фаберже, что он придумал вот эту вот операцию по переносу его вещей, его сокровищ из одного посольства в другое посольство. И на самом деле по дороге эти чемоданы, эти саквояжи с его драгоценностями исчезли, и он их куда-то спрятал, он их куда-то, не знаю, закопал или где-то замуровал. И таким образом он решил сохранить все свое наследие дома Фаберже. По одной из версий, Карл Фаберже вместе со своим сыном, одним из 4 своих сыновей, сами же эти сокровища по дороге и украли, и спрятали. У Карла Фаберже были друзья в Санкт-Петербурге и в Москве, и они распределили эти сокровища по разным квартирам. Одни часть этих сокровищ спрятали на одной квартире в Петербурге, часть сокровищ перевезли в Москву, там спрятали. И когда сам Карл Фаберже и его сыновья оказались уже за границей, то один из его сыновей даже составил список, где находятся эти сокровища. То есть он знал наизусть, он все это выучил наизусть, где, в каких семьях, в каких квартирах спрятаны все эти бесконечные саквояжи и чемоданы с сокровищами Карла Фаберже. Говорят, что часть этих сокровищ все-таки нашли чекисты, то есть они раскрыли, и половину из них забрали себе. Но часть все-таки этих сокровищ удалось вывести за границу. Например, сын Карла Фаберже записал в своих дневниках, что был саквояж, в котором было очень много драгоценностей, которые принадлежали знаменитой балерине Матильде Ксишинской. Этот саквояж с этими драгоценностями, который принадлежал личной фаворитке Николая II, они спрятали в тайнике в библиотеке. Ну, было здание библиотеки, и вот где-то там, в недрах этой библиотеки, в каком-то тайнике, они спрятали саквояж вот с личными драгоценностями Матильды Ксишинской. Эти, кстати, драгоценности Николай II заказывал у Карла Фаберже лично для своей фаворитки. И, по-моему, до сих пор так этот саквояж с ее личными драгоценностями и не обнаружен. Возможно, он где-то до сих пор хранится. По одной из версий, часть сокровищ, часть ювелирных изделий Карла Фаберже его сын Евгений Фаберже вывез в Финляндию. Какие-то драгоценности отправили в Европу. Но вы знаете, это все, к сожалению, не помогло самому Карлу Фаберже. К тому времени он уже был довольно пожилым человеком. После революции Карл Фаберже покинул Россию и оказался в Швейцарии. Там, в Швейцарии, в 1920 году Карл Фаберже умер без денег, без средств к существованию. Так закончилась жизнь великого художника, самого знаменитого ювелира XIX
наверное, 20 века, Карло Фаберже, который прославил своими работами, своими ювелирными изделиями всю Россию. Один из самых знаменитых и великих людей России, фамилия которого до сих пор у всех на слуху. После того, как Карл Фаберже уехал из России, все его магазины, фабрики, все было национализировано. Жена Карла Фаберже Августа умерла в 1925 году, а в 1929 году их сын Евгений забрал останки умершего отца из Швейцарии и перевез их в Канны и похоронил в той же могиле, где была похоронена его мать. И теперь его прах, его останки покоятся на кладбище в Каннах. Вы знаете, несмотря на то, что Карла Фаберже все знают по пасхальным яйцам, Карл Фаберже делал очень много каких-то недорогих, простых вещей. Я иногда на блошином рынке вижу подстаканники Карла Фаберже. Они, кстати, недешево стоят. Чайники, блюдца. То есть я вижу какие-то вот изделия из металлов, из серебра или из каких-то полудрагоценных камней, которые, в принципе, можно себе позволить. Рюмки, солонки для соли, которые покупали себе в магазинах Карла Фаберже простые россияне, в конце 19-го, начало 20 века. Например, недавно мой друг Юрий из города Котласа купил солонку Карла Фаберже из серебра. Очень изящная, красивая солонка. Я видел чайники Фаберже, рюмки Фаберже. Фирма Карла Фаберже делала ювелирные изделия и разные изящные предметы не только для царской семьи или для очень богатых людей, но фирма Карла Фаберже делала очень много изящных, красивых вещей и для простых россиян. И до сих пор, гуляя где-нибудь по блошиному рынку или заходя в антикварный магазин, можно купить невероятно красивые, изящные вещи, которые делал великий, знаменитый ювелир Карл Фаберже. И, вы знаете, прошло уже много лет, прошло уже 130, 140, 150 лет, когда эти вещи были сделаны. Но они сделаны настолько изящно, настолько красиво, что, несмотря на то, что прошло больше 100 лет, эти вещи не утратили своей красоты и изящности. И мы, если гуляем по блошиному антикварному рынку, видим такие вещи, мы их берем в руки, мы их фотографируем, что-то покупаем себе. Я горжусь тем, что Карл Фаберже жил в нашей стране и делал вещи, которые знают во всем мире. Дорогие друзья, подписывайтесь на наш канал «Коллекционер и писатель». Пишите обязательно комментарии, советуйте нас своим друзьям. В наших видео мы постоянно рассказываем про интересных людей, которые прославили Россию своими делами, своими интересными вещами. Смотрите наши видео, потому что мы уже сняли много интересных передач. И обязательно пишите комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось, про каких еще интересных людей вы бы хотели узнать из наших передач.